Здорово, волшебники! Значит, сегодня накину вам немного функционала в ваш магический арсенал для того, чтобы вы смогли удивлять своих зрителей каким-то рандомным событиям. Сегодня разберем 3 примера, как можно сделать какие-то рандомные вещи. Отправим сообщение в чат рандомное, отправим сообщение на экран в OBS и покажем рандомные изображения. Вот, поэтому, если не знаете, как работать со стример-ботом, сегодня мы будем как раз-таки делать это все в нем. Добро пожаловать в мое видео, где я объясняю, что это такое, и потом возвращайтесь к этому видео. А теперь поехали смотреть, как там чего. Вот у нас OBS-ка, заготовил я здесь 3 алерта. Мы будем по очереди их включать-выключать. Не по очереди, точнее, а в случайном порядке. Как это сделать? Значит, открываем наш стример-бот. Здесь у нас ничего нету, никаких интеграций не подключено. Это нам, собственно, и не нужно. Главное, чтобы у вас здесь было подключено ваш Twitch аккаунт. Вот. Поехали. Создаем экшен под названием рандом видео в нашем случае. Здесь мы будем показывать, например, при определенном событии, условно пришел донейшн, сейчас я донейшн не буду, здесь просто тестовый триггер сделаю. Вот, в вашем случае это может быть кастом, там мини-чат, все донаты, включая диапазоны и так далее. Пока оставим этот экшен, создадим показывать видео 1. Это у нас набор экшенов, который будет просто включать видео, показывать его условно секунду и выключать. Поэтому переходим в сабэкшены, в OBS-ку, источники, sources, да, source visibility state, то есть видимость источника. И выбираем, вот у нас алерты, выберем его первый алерт. Вот у нас статус visible, то бишь видимый. Дальше мы делаем задержку, core delay. Например, давайте 1,5 секунды. И можно сдублировать горячей клавишей Ctrl-D. Сдублируем. И здесь поменяем visible на hidden. Все. И теперь у нас, смотрите, что получается. Добавим тестовый триггер, чтобы проверять, как работает наш созданный экшен. Жмем тест. Вот появляется первый алерт и исчезает. Короткую сделал, чтобы для примера. Дальше идем, дублируем. Переназываем 2. И меняем здесь алерт 1 на алерт 2. То есть экшен, который будет у нас показывать второе видео. То есть делаем тест и смотрим. Тест. Все, теперь видео 2 показывается. И то же самое сделаем с третьим. Вот, готово. Далее нам надо это дело все случайным образом включать. Берем правой кнопкой, добавляем активацию всех этих экшенов по очереди. Core, Action, Run Action. Запустить экшен следующий. Выбираем видео 1. Дальше дублируем. Ctrl-D 2 раза. И меняем видео 1 на видео 2. А здесь на видео 3. Все, добавили. Но смотрите, что происходит. Если мы здесь будем просто тестировать, они сразу все 3 у нас запустятся. По очереди, точнее. Вот через секунду запустятся. Но нам надо, чтобы проигрывалось одно и рандомно. Для этого смотрите, что надо сделать. Правой кнопкой нажимаем на экшене, где у нас список запуска экшенов. Правой кнопкой выбираем рандом. То есть в данном случае выбирается рандомная позиция из сабэкшенов и один раз проигрывается. Смотрите, как работает. Правой кнопкой тест триггер. Видите, третий алерт сыграл. Еще раз. Теперь первый. Опять первый. Второй. Вот таким образом можно добавлять рандомные алерты. И это может быть видео, какие-то сообщения, какие-то сообщения в чат, да, либо какие-то картинки, звуки, неважно. Все таким образом. То есть настраивайте сначала несколько экшенов
показа и скрытия или отправки сообщения в чат, и потом вы собираете это в один экшен, в котором по очереди, точнее, вставляете все созданные вами экшены, и правой кнопкой здесь нажимаете рандом, чтобы он выбирал один из представленных саб-экшенов. Все, с этим должно быть понятно. Давайте теперь попробуем вывести рандомное сообщение в чат. Для этого нам понадобится, давайте, мини-чат. У меня вот подключен. Интеграции нету, поэтому отправлять он будет в чат на Твиче просто как читалка, чтобы вам видно было. Вот. Правой кнопкой добавить, например, рандом сообщение в чат. Вот. Здесь немного принцип другой будет. Также сделаю тестовый триггер. В вашем случае это может быть follow там, или таймер какой-то раз в 15 секунд и так далее. Дальше мы делаем набор сообщений, какие мы хотим отправлять в чат, виды. То есть делаем send message to channel. Вот, например, тест сообщения 1. Все, жмем ОК. Дальше дублируем. Делаем тест сообщения 2. Ну так, чтобы не заморачиваться, да. И давайте еще третье сделаем. Значит, теперь, если тестануть, он должен нам отправить просто подряд все сообщения, как это было в предыдущем примере. Теперь делаем правой кнопкой правой кнопкой и add group. Добавляем группу, толкаем это все в группу. И теперь на группе правой кнопкой нам надо поставить галочку рандом. В таком случае сообщения будут отправляться одно из этих сообщений. Вот. Unlucky на первое сообщение. Но здесь появляется еще небольшая гибкая настройка. Называется система весов. Мы можем сделать вес сообщению. По умолчанию у всех стоит одинаковые шансы. Мы можем, например, сделать 100 данному сообщению, и оно будет практически всегда вылазить. Вот. Если другому мы сделаем 50, например, то оно будет вылазить в 2 раза реже, чем первое. Ну, шанс меньше. Вот. Вот видите, двойка проскакивает, тройка вообще не проскакивает. Ну, в общем, думаю, разберетесь. Если захотите какую-то рарную фразу сделать или там одну с эмоциями, например, то же самое можно сделать с чем-то, что имеет один вариант действия. То есть мы вот в данном случае просто отправить сообщение. В случае с видео мы так сделать не можем, потому что нам надо включить, подождать и выключить. Поэтому данный способ не подходит для многозадачных каких-то маленьких экшенов. Также можно систему весов настроить, например, run action здесь сделать по вот этому принципу. То есть если здесь не вот здесь рандом делать правой кнопкой рандом, а это затолкнуть также в группу, на группе поставить галочку рандом и выставить вес. Вот. Тогда будет работать. А в данном случае односложные какие-то штуки. Возможно, там поставить сообщение в OBS-ку. Теперь перейдем к третьему способу, как сделать рандом. Попробуем обновить, так скажем, источник GDI текста в OBS при помощи стример-бота. Назовем наш источник, например, рандом фраза. Здесь набор букв берем. Сюда вставляем, где-то посерединке, да. И теперь добавляем экшен под названием рандом фраза. Для того, чтобы работал этот способ, нам нужно создать где-то на компе, где у вас будет доступ постоянный, и вы случайно не удалите файлик под названием какой-нибудь, название дадите, у меня фраза для доната. Вот я создал текстовый файлик обыкновенный, да, при помощи блокнота. Главное, чтобы он .txt был. Значит, в этом файлике в столбик вводите разные строчки, точнее вводите фразы для доната, вот хоть сколько,
Можете попросить яишку, нагенерит вам и ставите. Вот столбик главное, чтобы было. Теперь делаем правой кнопкой Core, File IO и Read Random Line from File. Это называется прочитать рандомную линию из файла. Вот почему надо было столбик вводить. Указываем путь к нашему файлику. И дальше можете назвать переменную, можете использовать по дефолту, который используется random line с большой буквы. Вот. Давайте для примера попробуем свою ввести, чтобы у вас меньше вопросов было. Например, рандом фраза. Ну, так вот я назвал. Дальше нам надо этот subAction у нас читает линию определенную в файлике. Теперь нам надо то, что он прочитал, вставить в источник OBS. OBS, Source и Set GDI текст. Именно вот мы такой текст создавали. Выбираем наш источник, рандом фраза при донате, и в процентах теперь добавляем рандом фраза. Вот. Проверяем правой кнопкой, делаем тестовый триггер и проверяем. Вот. Теперь у нас анлуки. Вот появляется фраза рандомная. Вот, чтобы она была по центру, ориентацию ее Ctrl-E делать. И здесь растянуть до границы. Ой, вот здесь по центру. Раз. Везде по центру поставили. И здесь растянуть до внешней, до верхней нам надо. До высоты границы. Все. Сюда хопа. Поставили. И пробуем. Теперь в центре. Вот таким образом можно объединить, да, например, рандомную фразу, которую мы взяли, и вот это видео. То есть здесь нам придется в каждый добавлять сюда еще рандом фразу, action, да, action, run action. Выбираем рандом фразы при донате. Ок, ок, все. И копируем, Ctrl-C, здесь Ctrl-V сюда и Ctrl-V сюда. Все, теперь у нас здесь показывается, перенесем их наверх, чтобы сразу показывались. Ну или в конце можно видео, когда угасает. Вот. Фраза вылазила. Ну, добавим и посмотрим, как будет рандом плюс рандом работать. Let's go. Вот. Ну, естественно, надо фразу показывать и скрывать, и чтобы было понятно, да, для именно донатов. Нам либо не везет, либо везет. Вот. В общем, вот такие три способа. Один, значит, закрепим, да. Один способ при помощи экшенов. Мы делаем разные экшены и толкаем эти экшены все построчно и ставим правой кнопкой рандом. И следующий способ это создание группы, на которой тоже правой кнопкой ставим рандом, и выбирается одно единственное действие, которое в этой папке находится. Также вы можете комбинировать, естественно, сделать здесь какие-то действия перед этим. Все, что происходит, например, показывается имя пользователя, что всегда одинаково, потом какая-нибудь сумма, например, а потом уже отправляется рандомное сообщение в чат или рандомное показывается видео. Вот. И дальше уже опять-таки статичная какая-то история происходит. Вот. Дальше третий способ — это чтение рандомной каких-то фраз текстовых из файлика. Ну вот на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, это видео стало для вас некоторым открытием в рамках стримербота, и вы ничего подобного не делали, не видели. Вот. И тем самым я расширил ваш магический стримерский арсенал. Не забывайте подписываться на мой на мою телеграм-группу. Там я выкладываю для стримербота всякие полезные штуки, для OBS всякие интересности, показываю, чем занимаюсь, и
публикую работы, которых нет, ну, нигде, наверное, ни на Ютубе я не публикую, а вот чисто в Телеграме по-быстрому скидываю. Также можно увидеть уведомления о моих стримах, на которых я буду рад вас всех видеть. Не забывайте поделиться ссылкой на мой канал и нажать подписку, ну, лайк, не знаю, лайк, если что-то узнали новое, обязательно лайк ставьте и комментарий оставляйте. Вот, на этом все, ребята. Спасибо, что досмотрели еще раз, и увидимся. Пока.